привет! Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Девчонки, обязательно досмотрите видео до конца. В конце видео я расскажу вам подробную и очень интересную информацию про бирочки из натуральной кожи, которые подойдут для ваших вязаных изделий, будь то это одежда, вязаные игрушки, вязаные корзиночки, сумки, головные уборы и так далее. Информация понравится вам и будет полезной 100%, поэтому не переключайтесь. Всем привет! Сегодня свяжем сумку-авоську крючком на лето. Скоро у нас лето будет, хочется носить классные вещи, в том числе и классные интересные сумочки. Вот предлагаю связать вам авоську. Свяжем ее самым обычным методом, очень простым рисунком, который осилит даже новичок. Эту сумочку можно делать абсолютно любых размеров, вы сможете сделать ее под себя, в зависимости от того, какой у вас рост. Хотите вы большую авоську, хотите маленькую, то есть будете выбирать на свое усмотрение. Летом я даю предпочтение изделиям, будь то нательные вещи, либо это сумочки, шляпы и так далее, состав у которых натуральный, либо приближен к натуральному. То есть это приятно к телу в самую жару, в принципе это приятно на ощупь. Поэтому будем мы вязать нашу сумочку-авоську из Yarn Art Jeans. Из нее мы будем достаточно много вязать летних вещей. В 50 граммах у нас 160 метров, 55% катон, 45 полиакрил. Цвет у меня 59. Расход я напишу в описании под видео. Я использую крючок номер 3,5. Вы можете вязать тройкой, либо четверкой. В принципе, здесь нет сильно большой разницы. Мы здесь вяжем сеточку, поэтому, в принципе, вот можно такой разбег от 3 до 4 миллиметров. Вязать можно абсолютно из любой пряжи, будь то это натуральная, хлопковая, катон, либо акриловая, а также из трикотажной пряжи можно вязать. Единственное, на что будет влиять выбор вашей пряжи, это на внешний вид сумочки. То есть, чем тоньше пряжа, тем более изящной эта сеточка, авоська будет смотреться. Каким образом будем вязать сумочку? Для начала свяжем вот эту вот перемычку, прямоугольничек. От него будем автоматически переходить на все полотно нашей сумочки. Оно будет единое, то есть перед будет перетекать плавно в заднюю часть, то есть ничего сшивать между собой не будем, это все единое полотно. Далее соединим все наше полотно в следующую перемычку с противоположной стороны, и потом будем вывязывать наши ручки. Вяжется все максимально просто, ничего сложного здесь нет. Ширину и длину вот этой вот перемычки регулируйте сами, то есть ширина будет влиять только лишь на визуальное восприятие, а длина перемычки будет влиять на дальнейшую ширину вашей сумочки. Что касается расцветок, не обязательно их вязать однотонными. Можно вязать частями, например, половинку одного цвета, нижнюю половинку другого цвета, либо, например, полотно однотонным сделать, а с ручки сумочки вывязывать другим цветом. То есть фантазируйте, можно придумать много разных вариантов. Еще на что нужно обратить внимание, не стоит вязать слишком длинную авоську, потому что когда мы в нее будем класть что-то более-менее тяжелое, хотя, в принципе, эти авоськи не для тяжестей предназначены, ну, к примеру, если вы что-то положите потяжелее, она вот так вытянется под весом и будет не очень красиво. По мере вязания, когда вот мы будем вывязывать сейчас вот этот наш прямоугольник, да, наше все полотно, складывайте ее как бы пополам, руками чуть-чуть растягивайте и смотрите, насколько она сильно растягивается, и вяжите вот до тех пор, пока вам не понравится. Что касается присоединения новой нити, если вот у вас закончилась нить прямо посередине вязания, просто привязывайте на узелок новую нить и вяжите дальше. Просто с изнаночной стороны, потом аккуратненько кончики спрячем вот в эти наши столбики. Всю свою сумочку-авоську я буду вязать в одну нить. Начинаем вязание сумочки с верхней перемычки. Именно для своей авоськи я набираю для перемычки 35 воздушных петель самым обычным способом. Вот набрали воздушную цепочку. Сейчас будем, как обычно, вязать за вот эти задние перемычки, для того, чтобы у нас красивый край сохранился. Вяжем просто обычный прямоугольник со второй перемычки от крючка, просто столбики без накида в каждую перемычку до конца ряда.
Вот я довязала до конца мой первый ряд столбиков без накида. Сейчас делаем петлю подъема на следующий ряд, как обычно. Переворачиваем вязание. Разворачивайте вязание всегда в одну и ту же сторону, чтобы вот эти края по бокам у нас были красивые и ровные. То есть либо вот закончили вязание, вот так перевернули, либо закончили так вязание и вот так переворачиваете. Девчонки, которые вот еще новички, не очень опытные, вы говорите, почему у меня, к примеру, вот при вязании прямоугольника обычного все время уменьшается количество петелек. Просто вы все время забываете про первые и последние петельки. Провязали самую первую петельку в ряду, сразу же ее отмечаете. И когда мы будем вязать следующий ряд в обратную сторону, вы не забудете провязать вот эту самую последнюю петельку. И сейчас нам нужно связать такой ширины вот эту перемычку на сумочке, какая вам больше нравится. То есть здесь нет никаких правил, это ни от чего не зависит. Вяжите столько, сколько вы хотите визуально, чтобы она выглядела. Я свяжу, наверное, 7 рядов, то есть еще 6 рядов поворотными рядами столбиком без накида. И встретимся в конце связанного прямоугольничка. То есть вот со второй петельки от крючка, как обычно, вот первая, вот вторая, вяжем просто столбики без накида в каждую петельку. Вот мы провязали 7 рядов столбиками без накида, просто поворотными рядами. Далее начинаем сразу же вязать нашу сеточку. То есть сейчас на этом этапе вам нужно определиться, какой размер ячеек вы хотели бы вот иметь в своей авоське. Можете набирать абсолютно любое количество, это влияет лишь на визуальный вид сумочки и на ее размер, который получится. Я связала несколько образцов до этого и поняла, что вот мне нравится сеточка примерно с ячейками в 8 воздушных петелек. Вы можете делать 5, 6, 7, 8. Вот мы закончили наше вязание, наш прямоугольничек. И сразу же отсюда мы начинаем набирать воздушные петли. В моем случае вся моя сеточка будет состоять, каждая ячейка, из 8 воздушных петель. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваем вязание и подсоединяем сразу же вот сюда в первую петельку нашего прямоугольника, продеваем наш крючок и вяжем соединительный столбик просто. Вот такая петелька получается. Далее отсюда сразу же делаем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сразу же в следующую свободную петельку на нашем прямоугольничке также продеваем крючок, провязываем просто соединительный столбик. Далее все делаем точно так же. 8 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую свободную петельку на прямоугольнике провязываем просто соединительный столбик. И так вяжем абсолютно в каждую петельку на прямоугольничке до самого конца. Вот подошли к концу, осталась последняя вот эта наша петелька, не забывайте про нее. В нее также провязываем вот эту нашу арочку. Также делаем по вашей схеме, сколько у вас воздушных петель. У меня это 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И также провязываем в нее соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Первый ряд наших петелек. Это количество петелек должно равняться количеству ваших столбиков без накида в ряду нашего прямоугольника. У меня это было изначально 35 воздушных петель, а всего в моем прямоугольничке получилось 34 воздушные петли. Соответственно, ровно такое же количество получилось у меня и вот этих вот арочек. Также 34. Если вам нужно, пересчитайте. Все последующие ряды вяжутся максимально просто, никаких убавок, прибавок, ничего не придумываем. В конце каждого ряда также делаем воздушную цепочку из вашего количества петель для вот этой вашей арочки. У меня это 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваем вязание и подсоединяемся каждый раз просто вот под арочку. Соединительным столбиком соединяемся вот таким образом. Также делаем, провязываем свою воздушную цепочку. 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арочку подсоединяемся просто соединительным столбиком. И так вяжем абсолютно под каждую арочку до конца ряда. Вот мы подошли к концу второго ряда. Также не забываем про вот эту петельку последнюю. Провязываем воздушную цепочку. Подсоединяемся к ней соединительным столбиком. Вот второй ряд готов. Вот такие у нас получаются перемычки. В начале несколько рядов они будут вот такие в кучку слегка. Потом, когда мы свяжем несколько больше рядов, вы уже начнете видеть свой рисуночек.
вот эти свои арочки, они будут раскрываться. Также в процессе вязания вы увидите, что сумочка здесь вот увеличивается постепенно, но количество вот этих вот арок в ряду не увеличивается. Просто такой эффект получается за счет вот этого нашего рисунка арочки. То есть в конце каждого ряда довязали вот эту последнюю петельку, просто делаем воздушные петли для нашей арочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переворачиваем и вяжем вот сразу же в первую арочку, которая нам попадается, соединительный столбик. И вяжем так абсолютно все полотно. И вяжем таким образом нужную нам длину. Вот такая сеточка получается, если набирать для ячейки 11 воздушных петелек, тоже очень классная. И вот что у нас получилось. Таким образом я связала 56 рядов, то есть у меня 56 вот таких вот ячеек. Вот у меня окончание моей работы. Еще обратите внимание, что по такому принципу можно сделать кофту-сеточку. Вот мы с вами вязали уже вот эту кофточку прямоугольниками, да, либо квадратиками, которые находились друг на другом ячейки. Вот это второй способ, как можно связать сеточку. То есть, вот, чтобы ячейки были в шахматном порядке. Получается, вы вяжете такое количество рядов в длину, чтобы, когда вот вы сложили, вот, да, сумочку, чтобы вас устраивала вот эта длина, ее сложенная пополам. То есть вяжите абсолютно любое количество рядов. Сейчас вот этот свободный край широкий будем заужать и вывязывать вот такую планку симметрично. То есть сейчас мы берем окончание нашей работы. Вот он, где мы закончили. Вот эту каждую арочку последнего нашего ряда будем вот так вот соединять, чтобы вот мы вышли к вот такой вот планке. Перемычки. Вот мы закончили самый последний ряд. Можно сделать просто закрепительную петельку, разворачиваем. Вот сейчас нам нужно подняться чуть-чуть повыше по вот этой вот арочке. Просто вот добраться сюда до серединки, чтобы нам было удобно вязать. Можно просто сделать вот, к примеру, 2 столбика без накида прям по краю. Все, так добрались. И делаем таким образом. Ныряем под каждую арочку. И провязываем просто соединительные столбики. Вот этот столбик сразу же отмечаем, чтобы его не забыть, когда мы будем вязать поворотными рядами нашу планочку. Далее также сразу же без столбиков подъема, без воздушных петель, сразу же провязываем соединительный столбик в следующую арку. Следующая арочка с соединительным столбиком. И таким образом вяжем до конца ряда, соединяя все арки. Довязываем последний соединительный столбик. Таким образом, у нас должно получиться вот в ряду сейчас такое же количество петелек, как и вот в этом нашем прямоугольничке. То есть в моем случае это 34 петли. Для того, чтобы дальше вязать прямоугольник, да, в высоту, который состоит из 34 петелек, сейчас я делаю просто петельку подъема и разворачиваю вязание. И просто вяжем за вот эти наши косички самый обычный прямоугольник поворотными рядами со второй петельки от крючка в каждом ряду ровно столько же рядов, сколько мы провязали вот здесь. Сейчас я провяжу 7 рядов. Провязываем последний столбик без накида нашего прямоугольника. И вот смотрите, что у нас получается. 2 абсолютно одинаковых прямоугольника. То есть, если вот так вот сложить, вот такой ширины она получается, прям такая достаточно широкая. Но не обращайте на это внимания, вот эти боковые части сейчас заузятся немного, вот таким образом, и получится у нас вот такая авоська. А сейчас будем вывязывать наши ручки. То есть, смотрите, где у нас закончилось вязание. Делаем воздушную петельку подъема. Разворачиваем вязание. И вот, чтобы ручка начиналась прям четко от нашего прямоугольничка, провяжем просто один столбик без накида вот во вторую петельку от крючка. Все. И вот так красиво сейчас она будет начинаться ровно с уголочка прямоугольника. Сейчас будем просто набирать воздушную цепочку из такого количества петелек, какой длины вы хотите, чтобы у вас были ручки. В моем случае мои ручки будут состоять из 95 воздушных петель. Сейчас я набираю цепочку из 95 воздушных петель самым обычным способом. Вот я провязала воздушную цепочку, и сейчас нам нужно подсоединиться также вот в самый уголок нашего прямоугольника. Вот найдите в уголочек, и подсоединяемся, провязываем столбик без накида. Все, вот так мы подсоединились. Сейчас будем вязать по нашей боковой части прямоугольника и будем переходить к заужению наших боковых частей сумочки.
По прямоугольничку провязываем просто столбики без накида. Смотрите, куда получится, туда втыкайте крючок. Вот у меня, смотрите, второй столбик получился, третий, четвертый, пятый. Вот у меня получилось 5 столбиков без накида по одному краю прямоугольника. Также я буду провязывать здесь и вот здесь по 5 столбиков без накида, чтобы было везде одинаково. И сейчас переходим к соединению, заужению нашей вот боковой части нашей сеточки. Будем чередовать таким образом. Провязываем одну воздушную петельку и ныряем прямо вот в серединку арки. Столбик без накида провязываем. Делаем воздушную петельку. Провязываем вот следующую арочку. Тоже вот старайтесь вязать в серединку. Столбик без накида. Воздушная цепочка. В следующую арочку по краю. Столбик без накида. Воздушная петелька. И столбик без накида в серединку арочки. И вот таким образом провязываем в каждую вот эту ячейку до следующего нашего прямоугольничка. Вот подходим к следующему нашему прямоугольнику по следующей стороне. Провязываем нашу последнюю ячейку столбиком без накида. Делаем воздушную петельку. И также вот по этой стороне прямоугольника в каждую петельку, куда получится, провязываем аналогичное количество петель, как вот мы только что провязали. Вот у меня это было 5 столбиков без накида. Сейчас я здесь провязываю такое же количество. Раз, два, 3, 4. И вот самый уголок 5. Сейчас отсюда вывязываем также нашу ручку. Вот набираем такое же количество петель, сколько и здесь. У меня это 95. Отсюда набираем 95 воздушных петель. Также подсоединяемся в самый уголочек нашего прямоугольника столбиком без накида. Провязываем такое же количество петелек здесь сбоку нашего прямоугольничка. Далее переходим, аналогично соединяем наши вот эти арочки по боковой части нашей сумочки. И встречаемся вот здесь, когда довяжем до нашей ручки. Вот мы подошли к нашей первой ручке. Провязываем последний столбик без накида по краю нашего прямоугольничка. И в принципе все. Вот смотрите, что получается. И сейчас остается только обвязать наши ручки и вот эти боковые части авоськи. Вяжите такую ширину, какую вы хотите, то есть столько рядов, сколько вы хотите, чтобы у вас получилась ширина на ручке, которая переходит на вот эту боковую часть. Можно сделать точно такой же ширины, как и вот эта наша перемычка на сумочке. Можно уже, можно шире. То есть смотрите, как вам больше нравится. То есть мы вяжем просто от начала ряда по ручке, по косичкам здесь боковым, а потом далее по нашей второй ручке по боковой части и заканчиваем ряд здесь. Просто в каждую косичку, вот которую мы сейчас провязали. Вот где мы закончили вязание, можно в принципе сделать дополнительный столбик без накида, вот чтобы поближе подобраться к ручке. И смотрите, именно ручки будем провязывать как обычно, в принципе мы это делаем, за задние перемычки нашей косички, то есть чтобы край нашей ручки был вот с косичкой красивый. И вот вяжите в самую первую перемычку от косички столбик без накида. Следующая перемычку. Столбик без накида. Первый ряд, как всегда, не очень удобен вязать за перемычки, но потом будет все комфортнее. Все. То есть вот таким образом вяжем за перемычки наши ручки. Первый ряд. Вот мы провязали первый ряд обвязки полностью по кругу, один ряд. Вот такие ручки у нас получаются. Все, и таким же образом продолжаем вязать такое количество рядов, которые вы хотите, чтобы вот получилась у вас ширина ручки вот этих боковых сторон. Я провязала всего 4 ряда столбиков без накида, вот на мою ручку и на боковые вот эти части сумочки. Когда мы подошли к концу нашего ряда, обрезаем нить чуть-чуть с запасом, вытаскиваем нить. И сейчас делаем незаметное соединение. Вводим крючок в следующую петельку за обе стеночки. Вытаскиваем через нее нашу нить, хвостик. С изнаночной стороны вот ищем перемычку. Ныряем между косичками. Выводим крючок между косичкой, в серединку косички. И вытаскиваем через нее наш хвостик.
Все, и вот так у нас получается соединение. Вообще ничего не видно, сохраняется наша косичка, а этот хвостик просто прячем в вязании. Размер моей сумочки в нерастянутом виде получился вот от верхней перемычки до низа 41 сантиметр. Здесь вот в таком сложенном виде 47 сантиметров. Так нет смысла мерить, наверное. Вот такая она широкая будет. Длина ручки получилась 51 сантиметр. И вот такая супер классная летняя сумочка-авоська у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И как обещала в начале видео, информация про бирочки, которые вы вот видите сейчас на экране. От фирмы Kids Agile Кота. Все бирочки выполнены из натуральной кожи, очень приятные на ощупь. Есть бирки пришивные, есть вот с такими вот держателями. Также есть различные размеры, цвета. Можете выбирать на свой вкус, какие вам больше нравятся, какие больше подходят под ваши изделия. Вот эти вот крепления выполнены очень надежно, и закрепить их легко можно даже руками, без помощи пресса. Изделия с такими бирками не требуют специального ухода, они не линяют. Рисунок не стирается. Смотрите, это гравировка, то есть рисунок никогда не потеряет своего прежнего вида. У производителей таких бирочек есть два главных направления. Первое, они занимаются продажей уже готовых тиражей бирок на Wildberries. Ссылочку я вам напишу в описании под видео. И также они изготавливают именные бирки с индивидуальным дизайном. Вот смотрите, например, как мои варианты. Девчонки изготовили несколько вариантов. Все очень классные, мне абсолютно все понравилось. Также, если у вас еще нет своего личного логотипа, вы его еще не придумали, не разработали, либо затрудняетесь это сделать, девчонки разработают его в нескольких вариантах на выбор бесплатно. Далее, каждый из разработанных макетов печатают тестовые образцы. Так вам будет более понятно, как выглядит ваш рисунок, разработанный лично вами, либо тот рисунок, который вам помогли разработать. И в качестве бонуса на память вам их отправят вместе с вашим полным заказом. Минимальное количество для заказа именных бирок от 20 штук, то есть всего лишь 20 штук вы можете заказать, чтобы не заказывать какие-то огромные партии, но нужно учесть, это логично и понятно, что нам, как покупателям, более выгодно, когда мы заказываем какие-то большие партии, так как предусмотрены у девчонок скидки от 50 штук 20%, от 100 штук 25%. Это достаточно хорошая скидка. Еще что очень важно, девчонки смогут напечатать практически любой рисунок, который вы им отправите. Возможно, вы уже разработали свой собственный рисунок, и вы хотите напечатать именно его. Если вдруг понадобится какая-то корректировка вашего рисунка, девочки помогут вам с этим обязательно и доведут ваш макет до идеала. Общаться с девчонками одно удовольствие. Лично мое общение с ними оставило только положительные эмоции. Они вам помогут, подскажут, ответят на любые интересующие вас вопросы. Давайте рассмотрим поподробнее несколько вариантов. Я хочу вам показать их поближе. Вот смотрите, как гравировка выглядит вблизи. То есть то, про что я вам и говорила, рисунок никогда не выйдет из строя, никогда не сотрется, даже если вы будете стирать изделие вместе с этой пришитой бирочкой. Вот обратная сторона, натуральная кожа. Вот несколько вариантов, как могут выглядеть бирочки именные с вашим названием либо странички в Инстаграм, либо вот как у меня, видите, Любовь вяжет, название моего Ютуба, и также снизу название моего Инстаграма. То есть вот такие пришивные, вот здесь мы делаем петельки, либо вот такие вот квадратненькие, тоже пришивные, а также вот с таким держателем. С такие держатели вообще на самом деле моя любовь. Выглядят они очень классно, всегда очень стильно. Такие бирочки придают законченность вашему любому изделию, индивидуальность, показывают ваш личный почерк. В общем и целом это очень-очень классно. Крепится с таким держателем бирки на изделие очень просто. То есть вставляем вот такую заглушку с одной стороны, вот такое ответное крепление с другой стороны и просто сильно прижимаем здесь между изделия. Все. И бирочка надежно закреплена. Также есть варианты вот с такими более-менее стандартными вариантами. Например, в нашем вязальном мире это клубочки, просто handmade, ручная работа, связана с любовью. Очень тоже здорово смотрится. Вот такие бирки с вырезанными сердечками, это просто отдельная любовь. Смотрится просто неимоверно мило. И вот таких много-много вариантов со стандартными рисунками. Тоже очень классно смотрится. Вот так бирочка с вот таким вот держателем смотрится на головных уборах. Кстати, очень всегда здорово смотрится вот здесь по краям прикрепленные бирочки. На шапочках, на шляпах.
Вот таким образом можно пришить бирочку на вашей корзинке, вязаные либо плетеные. Также можно сделать вот таким образом, то есть делайте, как вам больше нравится. На вязаных игрушках, посмотрите, тоже можно сделать несколько вариантов, либо пришивные приделать бирочки, либо вот такого плана, если у вас игрушка позволяет вот так прицепить, вот с такими вот держателями. На вязаной одежде бирки смотрятся максимально круто. Посмотрите, какой законченный вид придает нашему изделию бирочка пришивная. Также это может быть и с вот таким вот держателем. И вот таким образом выглядит бирочка наша именная на нашей готовой авоське. Тоже смотрите, как очень здорово смотрится. Она абсолютно не мешает, а только подчеркивает ценность вашей ручной работы. Поэтому обязательно переходите к девчонкам на страничке в соцсети, куда вам удобно, ВКонтакте, в Инстаграме, либо на Wildberries. Просто даже для интереса закажите пробные варианты. Я уверена, что вам очень понравится. Всю информацию, контакты и ссылки я напишу вам в описании под видео. Переходите туда, смотрите. Приятных вам покупок!